Научный реализм. Итак, как писал Альберт Эйнштейн, физический мир реален. Предполагается, что это фундаментальная гипотеза. Что здесь означает слово «гипотеза»? Для меня гипотеза – это утверждение, истинность которого на данный момент должна предполагаться, но смысл которого должен быть поднят выше всякой двусмысленности. Вышеприведенное утверждение, однако, кажется мне бессмысленным, само по себе, как если бы кто-то сказал, физический мир – это какая-то мелочь. Мне кажется, что реальное – это внутренне пустая, бессмысленная категория, чудовищная важность которой заключается лишь в том, что я могу делать в ней определенные вещи и не делать некоторые другие. Научный реализм – это точка зрения философии науки, согласно которой единственным надежным средством достижения знания Вселенной является научное исследование. В рамках философии науки эта точка зрения часто является ответом на вопрос, как объяснить успех науки. Также можно еще сказать, что научный реализм – это на самом общем уровне точка зрения, согласно которой мир, описываемый наукой, является реальным миром таким, какой он есть, независимо от того, за что его можно было бы принять. Научный реализм включает в себя две основные позиции. Во-первых, это набор утверждений об особенностях идеальной научной теории. Идеальная научная теория – это теория, цель которой должна быть сформирована с помощью науки. Во-вторых, это обязательство. Считается, что наука в будущем будет создавать теории, которые будут очень похожи на идеальные, и в некоторых областях она уже достигла этой цели. Важно также отметить, что человек может придерживаться научного реализма в одной научной области и может не придерживаться научного реализма в другой области. Например, человек придерживается научного реализма в физике, химии или биологии, но в экономике, психологии или социологии не придерживается научного реализма. Согласно научному реализму, идеальная научная теория обладает следующими признаками. Утверждения, выдвигаемые теорией, являются либо истинными, либо ложными, в зависимости от того, существуют ли сущности, о которых говорится в теории, и правильно ли они описаны теорией. Это семантическое обязательство научного реализма. То, что описывается научной теорией, даже если оно неощутимо, объективно, реально, независимо от разума. Это метафизическое обязательство научного реализма. Есть основания верить в большинство сущностей, которые теория утверждает о том, что не может быть воспринято. Это эпистемологическое обязательство научного реализма. Объединение первого и второго утверждения подразумевает, что идеальная научная теория говорит определенные вещи о действительно существующих сущностях. Третье утверждение гласит, что у нас есть основания полагать, что многие научные утверждения об этих сущностях верны, но не все. Научный реализм обычно утверждает, что наука прогрессирует, то есть научные теории обычно последовательно совершенствуются или, скорее, отвечают на все больше и больше вопросов. По этой причине сторонники научного реализма и не только считают, что реализм должен придавать смысл прогрессу науки с точки зрения теорий, которые последовательно становятся все более похожими на идеальную теорию. Следующие утверждения типичны для сторонников научного реализма. Сторонники научного реализма согласились бы с некоторыми, но не со всеми из приведенных ниже позиций. Лучшие научные теории, по крайней мере, частично верны. Научные теории находятся в историческом процессе продвижения к истинному описанию физического мира. Научные теории выдвигают подлинные утверждения. Теоретические утверждения научных теорий следует понимать буквально, и они определенно либо истинные, либо ложные. Цель науки – это описание физического мира, которое является буквально истинным. Наука добивается успеха, потому что это цель, к которой она продвигается.
Научный реализм связан с гораздо более древними философскими позициями, включая рационализм и метафизический реализм. Однако это тезис о науке, разработанный в XX веке. Представление научного реализма в терминах древних средневековых и ранних современных философов и не только в лучшем случае вводит в заблуждение. Научный реализм развился в значительной степени как реакция на логический позитивизм. Логический позитивизм был первой философией науки в XX веке. Он утверждал, что можно провести четкое различие между теоретическими терминами и терминами наблюдения, причем последние способны к семантическому анализу. Логический позитивизм столкнулся с трудностями, и эти трудности привели к развитию реализма как философии науки, а также они предполагали, но не повлекли за собой научный реализм. Один из главных аргументов в пользу научного реализма основан на представлении о том, что научное знание прогрессивно по своей природе и что оно способно успешно предсказывать явления. Аргументы в пользу научного реализма часто апеллируют к выводу о наилучшем объяснении. Пессимистическая индукция или метаиндукция – это аргумент философии науки, критикующий положение научного реализма. Впервые аргумент был выдвинут американским философом Ларри Лауденом. В общем, пессимистическая индукция, как один из главных аргументов против реализма, утверждает, что история науки содержит множество теорий, которые когда-то считались эмпирически успешными, но теперь считаются ложными. Однако сторонники научного реализма отвечают, что замены конкретных теорий более совершенными следует ожидать из-за прогрессивного характера научного знания, и когда такие замены происходят, отбрасываются только лишние объекты. Сторонники данного направления утверждают, что научный реализм не в состоянии объяснить быстрые изменения, происходящие в научном знании в периоды научных революций. Также они утверждают, что успех теории – это только часть построения. Данный аргумент против научного реализма, вытекающий из проблемы недоопределенности, не сильно исторически мотивирован. Он утверждает, что наблюдения в принципе могут быть объяснены множеством теорий, которые взаимно несовместимы. Сторонники научного реализма могут возразить, сказав, что в истории науки было мало реальных случаев, связанных с проблемой недоопределенности. Согласно данному аргументу о несовместимости моделей, в определенных случаях существование различных моделей для одного и того же явления может быть воспринято как свидетельство антиреализма.